Добрый вечер, дорогие друзья. Привет из Варны. ЖД вокзал. Серив 31 автобус. Едем в Винницу, квартал Винница, Варнинский. Очень такой, считается, как пол-рублевки, к примеру. Престижный квартал. Но мне лично он нравится, все спокойно. Мы туда идем в хозяйственный магазин. Вот ЖД вокзал. Попрощались с ним. Бульвар был Приморский. И сейчас мы через центр, мимо катедралы, кто уже знает. И оп. О, эвакуатор. И мы опять уселись спереди, чтобы вам было все видно. Вот обратите внимание, магазин написано «Металлургия». Эту надпись не меняют уже 20 лет. И мне это нравится. Офигенская. Вообще такие улочки, посмотрите, как вверх, вниз, разные углы. Нету ничего прямого угольного по 90 градусов. Есть, но очень распространено такое, видите, такие извилистые, всякие интересные. Сейчас мы поднимаемся и выйдем к кафедральный собор Варнинский. Сейчас будет поворот направо и подъем. Я не знаю, успеем мы в этот магазин, не успеем, но это не важно. Главное, что мы прокатаемся и посмотрим на Варну. И узнаю рабочее время лично своими глазами. Гостиница Golden Tulip, Tulip, 13 золотой тулуп. Да. Вот она уже видна, катедрала. Впереди кафедральный собор Варны, сердце Варны. И от нее вниз направо фонтан и опера. Это уже пупок Варны. А вот этот магазин мы раньше мыли. Если кто не знает, я работал этим чистильщиком окон, витрин, стекол. Вот эти манекены, как 15 лет назад, вот они так и стоят. Магазин без изменений. Что опять же и яхтенный магазин рядом, что мне просто по кайфу. Нету изменений. То есть семейный альбом на месте. Когда нету изменений, я это рассматриваю как семейный альбом. Что-то темно в кадре, да и вон потихоньку экспозиция исправилась. Надо бы ее поставить на постоянку, Вот. Справа училище. Училище у них это школа Демчи-Дебелянов. Раньше ее называли АБВ. По-старому АБВ. Вот какой трехколесный самокат прикольный. Вот мне бы такой. А что, сейчас мы его увидим. Он тоже ждет светофор. Мы едем прямо, он тоже. Сейчас. Попробуем его захватить в кадр, этот трехколесный электрический самокат. Сейчас вот увидите. Тихо. Вот он. Вот он. Смотрите, как лихо он. Маленький такой. Но на нем гонять не стоит. Вот эта остановка называется Козырька-то, потому что здесь козырек этому козырьку, сейчас увидите, лет 50, наверное. И там магазин «Березка». «Березка» именно русский магазин. Тут русские магазины называются «Березкой». И вот здесь театр Бочварова, часовня, вон там, часовня. И мы сейчас едем прямо. Там бульвар Мария Луиза, и он плавно перетекает в 8-й Приморский полк. Кафедральный собор слева,
но его не видно, куполов не видно. А вот туда, вот за этой желтой таксишкой вниз, вот фонтан, это начинается здесь пешеходная часть бульвара Князь Борис. Вот фонтан, зимой его перекрывают настилом, и там ставят елку новогоднюю, тоже всякие эти аттракциончики, греют вино, ну это вино, горячее вино с перцем, там, с специями, и всякие там закуски, сладости, кофе, шмофи, как везде, короче. Вот, открыл, видно там справа, вперед справа рекламу, конечно, рекламы. Если бы я был градоначальником, к примеру, я бы, наверное, запретил бы все рекламы, потому что они очень сильно портят вид города. Они не создают ему уют. Можно какие-то витрины поставить, там, допустим, с товарами от магазина, от кафешки. Но это я бы убрал напрочь, рекламу навязчивую. Ее и так много в интернете, по телевизору, на ютубе вообще тебя не спрашивают, пихают ее. Еще вот эти билборды, так называемые, ну, щиты такие громадные. На меня не наводят тоску и скуку и грусть. Ну и, в конце концов, агрессию. О, бульвар Мария Луиза, и он потом после общины перетекает в 8-й Приморский полк. Вот в Варне везде центр, везде уютно, очень классно, очень. Едем, просто смотрите. Хотели простую камеру, вот вам простая камера, 360-ку у меня уже забрали. Ну, не забрали, а вернул себе хозяин, потому что у него работа с ней. И я хотел снять, но может еще сниму, покажу вам. Я что показывать, увидите ее результат, как она снимает и у кого проблемы с этим видео. Рекомендация настоятельная. На телефоне 360 видео не смотреть, или надо иметь мощный и серьезный телефон для просмотра, но неудобно на телефоне. Компьютер тоже должен быть серьезный, и телевизор не меньше, резолюция 2К, лучше всего 4К, потому что она рассчитана на этот кадр, она сама по себе, ну, больше информации несет видео 360, и просматривать на малой резолюции не имеет смысла, а слабый компьютер не потянет, просто 4К, и там еще и битрейт высокий, потому что очень много информации несет, понимаете, вы же поворачиваете его в любую сторону, вперед, назад, влево, вправо. Но это значит информации как минимум в 4 раза больше. А если учесть еще вверх и низ, то 6. Сами понимаете, что какой поток должен быть у нее. И чтобы тянуть 2К, оно как минимум в 4 раза тяжелее, чем 4К обыкновенный кадр, вот этот стандартный 16:9, а это круговое видео, в нем больше информации, потому что в любую минуту поворачиваете, и кадр должен соответствовать в качестве. Вот и считайте, вперед, назад, слева, вправо, вверх, вниз. Итого 6 позиций, значит 6 раз больше информации должно быть, и он тяжелее, этот кадр, и устройству слабому нет возможности крутить такое видео в нормальном качестве, чтобы вам было удобно его смотреть, чтобы оно было смотрибельное. Вот мы проехали у бульвар Царь-Освободитель, и вот тут называется Гратинка, Червенплощадь, это по-старому, 8-й Приморский порт называется Червенплощадь. И вот сквер здесь, очень много елок, красивых деревьев, аллейки, и ничего не меняется за все время, ничего, никто не закатал в мрамор, в бетон, какую-то плитку тупорылую с узорами, как в Кишиневе. Никто этого, просто поддерживается, меняются плитки, реставрируются или меняются
собственно, такие же. Но кардинально никто не, как в Кишиневе, не вытащил деревья из земли с корнями, кустарники, и не поставили пару столиков ущербных с зонтиками. И вот вам зона отдыха офигенская, блин, как на проезжей части. А мы едем дальше. Вот сейчас нашему взору открывается светофор, перекресток. Это улица Чаталжа и так называемая Чаталжа Цветя. С правой стороны целый квартал, цветочные киоски, как в Кишиневе на Гоголя. И я вот тут жил вниз и чуть-чуть туда. Сейчас я переехал до Спарухова через канал, через мост до Спарухов. Я там живу в этом. Это и квартал называется, кто называет село. А мне нравится, офигенско там. Тихо, спокойно, уютно, романтично. А как везде в Армении, везде в Болгарии одинаково. Классно. Очень, очень. Вот мы уже едем 11 минут почти. Сейчас посмотрите на улицу Чаталжа вниз. Вот тут Цветя, видите, вот все киоски цветочные. Очень хороший квартал, очень тихо, спокойно. Ну вот нет вот здесь напряжения, как в Кишиневе нету. Вот транспорт выходит, и вот нету напряжения, все как-то более уютно. И все компактно. Хотя город в 2 раза больше Кишинева, но все компактно. На каждом шагу магазины, вот эти продуктовые, маленькие, офигенские, кафешки всякие, парикмахерские, промтовары, О, девушка. Но водитель решил ей не останавливать. Она махала рукой. Ну, если был бы я, меня бы остановили. Потому что я с тростью. Кырза по-молдавски, бастун по-болгарски. Едем дальше. Нашел место для рюкзака справа. Такая полочка вот. Как удобно. Рюкзак спасает, очень удобно. Есть куда положить камеру, футляр с очками, документы, если они есть. Ну и всякое такое. Еще был в столовке, осталась вода. Вот тут Иваново водяница, я первый раз попробовал оленину. Это было давно, 15 лет назад, и мясо, как мясо говядина. Корова. Корова только с большими рогами. Олень. Да. Вот справа видите длинный дом. Называется Китайская стена. Вот как везде. В каждом городе дома, длинные дома такие, называются Китайской стеной. Справа военно-морская академия. Где-то там внизу князь Борис напротив морской градины. Я там жил рядом, вот последнее мое место жительства, где я только не жил. Да. Очень много машин здесь интересных, которые я не видел в Кишиневе. Ну, тут чаще вижу Mercedes GT, если знаете. Ferrari видел. Rolls-Royce Cullinan видел 2 раза. Rolls-Royce Phantom видел, как проехал по моей улице такого синего цвета. Phantom или Sirius Spirit. Короче, это те классические седаны большие Rolls-Royce. Издалека я не очень далеко, я с балкона его видел. Проезжал по нашим переулкам там. Ferrari, Lamborghini. Очень много семерок BMW электрических, этих больших джипов электрических, а видел BMW i8, такая космическая вся. Но когда видел, как он выкарабкивается из этой машины, думал, не, я такую не хочу. Там ниже, чем в тазике, там чисто жопой по асфальту трешься, сидишь как в этом полулежа, да, ну нафиг. Еще выходить, ну и что, у нее двери открываются, как у этой, как у птицы крылья.
Так, всех этих суперкаров, ну его нафиг. Неудобно. Он был с женой и с ребенком. Но там место только нормальное для двоих. Мы такие машины вообще не рассматриваем, мне не нравится. Мне нравится EQS. Mercedes этот, не EQS, как он, GLE купе. Вот этот четырехдверный, как BMW X6 из Mercedes такой. GLE купе. Нравится такой сбитый, такой тугой на вид. Интересный. Я вот с кем-то советовался, рассказывал, они говорят, мол, типа у него обзор плохой, заднее зеркало. Ну да, зеркало стекло. Потому что задние арки занижены. Смотрите, как интересно, как красиво. Не знаю, что, качество хорошее, но представьте себе, что перед нашим оком камеры два стекла О. BMW. Тяжелый старый мотоцикл, посмотрите, какой прикольный. Вау. Но я не мотоциклист, не знаю, кому нравится. BMW. Но это еще не самый такой крупный. Видел покрупнее намного. В смысле широкий, такой основательный, почти как автомобиль. Ну и стоит он как автомобиль. Вот если вправо мы попадаем на шоссе вдоль моря, а мы влево туда наверх, к Виннице идем. Уже 16-17 минут почти. Так, по идее, потом мы повернем направо. Очень много всяческих кафе, разнокалиберных, и 95% из них не пафосные. А если и пафосные, то это просто будет какой-то клуб там или что. И опять же там все себя ведут демократично, никто не ходит с поднятым носом. Ты просто клиент зашел. Очень нравится кафе Брик, бар Брик на Сливнице, он как бы последний после гостиницы Одесса. Я проходил утром, но утром это такое еще и утро. Проходил 12 часов, и там все столики были пустые, а те, которые заняты пенсионерами. Вот это здесь распространенная традиция. Бабушки, дедушки сидят, общаются, компании пенсионеров, пьют кофе там. В основном кофе, водичку, там, чай. Ну, мужики, когда собираются, там уже пивасик, там, коньячок, раки, папиросы, сигары. Общаются. Очень хорошая традиция общения, все очень дружелюбные. Нет агрессии, нет напряжения в воздухе. Не видел, чтобы кто-то гавкался, ругался, рявкал, рявкали, чтобы друг на друга огрызались. Бывают редкие вспышки какие-то там, но они очень короткие и незначительные. Вон сейчас будет кафешка. Есть видео из этого кафе, вот с левой стороны сейчас держа оно. А вот там, где елочки, после елочек, кажется, мы там с дочерью как-то в 17 году встретились, пили кофе. Как здесь она меня отвезла? Так, это еще не здесь. Еще нет, еще маленький обед. Как в детском саде, помните, раньше в детстве. И еще мы не доехали. Ну, короче, смотрим дорогу на Винницу. Многие из вас проезжали по ней, бывали. Так что наслаждайтесь, дорогие друзья, наслаждайтесь. Вот тоже, смотрите, как справа демократично магазин и кофе, аппараты все на улице. Вот их магазины вот маленькие, посмотрите, какие маленькие, душевные, такие простенькие, уютные магазинчики. Нравится мне, что нету пафоса такого. Эти фабрики типа Kaufland, Lidl,
эти сетевые маркеты большие, громадные, фу, эти молы, метро, до лохов, наверное, блин. Все ходят, бродят там как кусок в проруби. Никто никого не знает. Типа дешевле туфтанет. И товары такие же, как и везде. Вас ловят просто на массовке. Что там массовое скопление товаров разнокалиберных. И ты хочешь, не хочешь, покупаешь какую-то фигню, которая тебе не нужна. Хану проехали слева. Такой домик прикольный. Такие дома прикольные. Смотрите как. Море. Море видно там. А забор мешает. Есть вот эта приморская трасса, прибрежная, на Золотые пески. И она выше над уровнем моря. И вот там бы я хотел иметь домик. Блин. Со спуском к морю. Вау, полная лафа. И вот как деревья мешают немножко, как красиво. Море такое синее. О, вот корабли. Эй, смотрите, какая красота. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот какой вид сверху. Йоксель-моксель. О. Вот тут мы работали когда-то. Вот магазинчик, мы его мыли с коллегой здесь, да. Правильно, остановочка, такие улочки, такие извилистые. Ну, чисто как в Крыму. Очень напоминает Крым. Везде утыканы кофемашины, вот как перед носом, видите, и все эти кофемашины, они находятся на улице, не как и внутри. И здесь кофе от 40 статинок, от 4 молдавских лей. Средняя цена 50-60 статинок, это 6 лей молдавских. В Кишиневе вы уже за 8 лей не найдете, везде 9-10. И тоже тон. А тут с любой монетой подошел, тебе выдает сдачи. Только монеты, не бумажные, эти купюры. Выдает сдачи. Все, что хочешь, есть. Вот, 23 минуты. Полет нормальный. Я сейчас не знаю. Винница направо. О, только хотел ляпнуть, что я не знаю, куда поедем, а указатель сказал, что мы направо поворачиваем. Ощутите себя в Болгарии, дорогие друзья, ощутите. Грешным делом подумал после общения с двумя шоферами автобуса, мы так разговорились на конечной, на Золотых песках на пляже Кабакум, где я когда-то работал в отеле журналист, и еще на одной остановке конечной сидели там, курили, общались. У них зарплата 1200-1300 евро. Думаю, почему бы и нет. Жалко, у меня прав нет вообще никаких. Да, а так чисто по приколу подумал, хотел ли бы я работать. Да, почему бы нет, вообще интересно. Тем более хорошая зарплата, им еще дают 100 евро там дополнительно на питание, на какие-то расходы. Все нормально. Автобусы есть электрические, все с автоматом. Сиди, только соблюдай дистанцию, не нарушай правила.
Все. Ну, а автобус что нарушать? Он с людьми, он должен быть аккуратным, осторожным, нежным. Ну, и ему должны уступать дорогу. Вот. Вот, парень культурный встал слева. Хотел выйти в переднюю, увидел, что я с камерой. Думает, нет, я не буду мешать съемке, я выйду через среднюю дверь или подожду, когда остановка, и быстро выскочу, не нарушая мою, не прерывая моей съемки. Вот мы уже в Виннице. Винница. Надо узнать, почему она так называется. Наверное, корень слова вино. Но не вина, вино, Винница. Потому что в болгарском вино это вино. О, окончание. А все-таки парень решил выйти в среднюю дверь. Молодец, красавчик. Идем дальше. Вот новострой, видите, какой. 4 этажа, больше не надо. Зачем эти городить 10-15 этажки, как в Кишиневе? Вообще, блин, жесть. Жуть. И все тыкают в центре города, не расширяя того, что было интересно. А площадь позволяет. Нет, надо втыкать, а потому что выгодно. Коммуникации, вода, газа, электроснабжение. Не нужно тянуть, прокладывать ничего. Используется то, что построено, проложено при Советском Союзе. Еще хает его очень активно и агрессивно. Вот сейчас, собственно, будет скоро центр. Там в центре супермаркет Макао. 100 лет в обед. Блин, очень классный супермаркет рядом. Кафешка интересная, ресторан. Забыл, как называется. Сейчас увидим. И нам после центра на следующей остановке выходить и потом вернуться обратно. Мне Женя сказал, тот магазин будет, вот не знаю, как он будет работать или нет, но опять же мы об этом не переживаем, потому что наша цель показать вам Варну через лобовое стекло 13 маршрута, ой, 31. Вот Винница. Так, хоть посмотрю на нее при солнечном свете дневном. Хотя сейчас время, не знаю сколько, около 7, наверное. Сейчас посмотрим. 7:20. Вот центр, вот супермаркет Макао, видите, слева. Рядом механа, ресторан, и не видно, потому что и солнце. Вот, смотрите, как красиво зелено, остановочка. Нам выходить на следующий. Зачехляем мы камеру. А вот как на остановочке здесь уютно, да? Красиво. Очень даже мило. Очень даже мило. И сейчас увидите остановку напротив. Вот это ступеньки в Макао и сразу вот этот вот ресторанчик. Я здесь тоже пил кофе, вот он. Фрателли называется. И вот такая улочка, как в провинциальном городке. Аккуратно, чисто, зелено, красиво. Все, мы зачехляемся, готовимся к выходу.